Короче, я сдаюсь перед этими пигментами. Смесь готова. Ира, Паша, привет. Каюсь, простите. Тын-тын-тын-тын. Павел Сомов, мастер художественной татуировки с 2015 года, мастер перманентного макияжа с 2019 года, автор алгоритма создания ореолы «Реалистичная ореола за 12 шагов», победитель чемпионата России по перманентному макияжу 2019 года в номинации «Ореола», судья и спикер на многочисленных профильных мероприятиях: Permanent Evolution, Интерперманент, Штрих, фестиваль PMU Universe, Конгресс Beauty Адреналин, VIP Конгресс PM, Conference Permanent, Perfect Skill, Вулуп, Permanent World Championship. Автор и тренер курсов для мастеров «Реалистичная ореола» и «Аппаратные волоски». Привет, друзья! Меня зовут Павел Сомов, мастер перманентного макияжа, и, как многие из вас знают, одним из ключевых направлений моей деятельности является работа с ореолой груди. Делаю имитации ореолы после мастектомии, цветокоррекцию ореол, камуфляж рубцов после мамопластики. И все это я делаю с помощью пигментов Ханафи. Все знакомы с сетом для ореолы, созданным моей коллегой, моим другом Ириной Максимовой. Ничего лучшего я не нашел. Сделал уже не одну сотню ореол, признаюсь честно, пару раз пробовал другие пигменты, но лучшего для себя не нашел. Пигменты при заживлении уходят в более прохладный оттенок. На тон, на полтона, но все равно изменение цвета нам в любом случае видно. То же самое происходит и с пигментами для ореолы груди. Как же решать эту проблему? Ну, безусловно, первый ответ на этот вопрос – подтеплять пигменты. Я для начала начал использовать корректоры наши Ханафи существующие, да, красный и желтый. И понимал, что мне не хватает несколько теплого оттенка, который мог бы служить как корректором, так и составляющим определенного микса с этими пигментами. Мы создали с компанией Ханафи дополнение к существующей линейке 3 новых пигмента для ореолы. Прошу любить и жаловать, господа. Теперь вкратце остановлюсь и расскажу, что же это за пигменты. По сути, это два основных пигмента на теплой основе. Один на желтой основе, другой на красной основе. Для того, чтобы мы могли совершенно спокойно подтеплять существующие оттенки в качестве корректора. Это первое. Второе. Мы можем использовать эти цвета как составляющие микса, когда нам нужно добиться какого-то оттенка, максимально приближенного к естественному цвету ореолы клиентки. Также они могут использоваться в чистом виде для ореолы груди, потому что цветотипов ореол их море. И бывают достаточно яркие, насыщенные ореолы розоватого, оранжеватого оттенка. Ну и еще один самый темный цвет в ореоле. Цвет для передачи объема. Когда мы работаем с реалистичной ореолой, нам необходимо передавать объем. И этот цвет как раз для создания контраста, для создания объема соска, чтобы картинка смотрелась объемной и максимально естественной. И сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что, имея в арсенале все эти цвета, мы можем добиться любого оттенка, если мы говорим о цветокоррекции ореолы или камуфляже рубцов после мамопластики. А также с помощью всех этих цветов мы можем создавать красивую реалистичную ореолу. Итак, у нас есть 3 вот таких куска латекса, на которых изображен эскиз ореолы груди. И сегодня мы отрисуем эти ореолы 3 разными оттенками из палитры. Первую ореолу я буду рисовать или изображать с применением 2 оттенков нового сета Ореола Pro. Цвет номер 1 Ореола Pro и цвет номер 3 Ореола Pro. Первый цвет у меня будет являться основным цветом для ореолы. Цвет номер 3 я буду использовать для затемнения, для выделения темных участков, чтобы картинка была объемная и реалистичная. Ореола готова. Для прорисовки второй ореолы я буду в качестве основного цвета использовать микс 2 цветов из 2 разных сетов. Это сет ореола Ирины Максимовой, цвет номер 2, и
Set Areola Pro цвет номер 1. Я смешаю их в равных пропорциях для достижения желаемого оттенка. Также я буду использовать цвет номер 3 из сета Areola Pro. Он мне необходим для придания объема соску, реалистичности ореолы и выделения темных участков. Порисуем. Ну и для третьей ореолы я буду использовать в качестве основного цвета цвет номер 2 из линейки Areola. И в качестве акцентного цвета для придания темных участков и реалистичности объема я буду использовать цвет номер 3 из линейки Areola Pro. Ну что, друзья, мы закончили. Давайте подробнее разберем, что же мы делали. Мы отрисовали 3 ореолы, использовав разные оттенки в качестве основного цвета. На первой ореоле мы использовали 2 цвета из нового сета Areola Pro Павла Сомова. Мы использовали цвет номер 1 в качестве основного оттенка ореолы, а также цвет номер 3 для придания объема картинки, для выделения темных участков и создания контраста. На второй ореоле мы использовали микс 2 сетов и 2 цветов из этих сетов. Сет Areola Ирины Максимовой использовали цвет номер 2. И из сета Areola Pro Павла Сомова использовали цвет номер 1. Мы смешали эти 2 цвета в равных пропорциях, чтобы получить интересный оттенок, теплый оттенок ореолы. А также использовали цвет номер 3 из сета Areola Pro Павла Сомова для придания объема, оттенка, затемнения темных участков и создания реалистичности картинки. На третьей ореоле мы использовали в качестве основного цвета цвет номер 2 из сета Areola Ирины Максимовой, а также цвет номер 3 из сета Areola Pro Павла Сомова для того, чтобы создать объем, также темные участки подчеркнуть и создать реалистичность картинки, добавив контраста ей. Поэтому с использованием этих 2 сетов, смешением того или иного цвета мы можем создавать разные оттенки и подбирать максимально похожие, приближенные к цвета к истинным цветам ореолы наших дорогих женщин. Ну и конечно, для всех мастеров мы подготовили классный подарок. Бери вот этот промокод, вбивай его при заказе продукции Hanafi и получи дополнительную скидку. Ну и как вы знаете, компания Hanafi отличается своей бешеной прогрессивностью, поэтому следите за компанией, следите за новинками. Впереди еще масса интересных продуктов, которые появятся для вас.